Всем привет! Вы на канале Master for Life, и сегодня я начну серию видео про печной комплекс для моей беседки. Это будет камин-барбекю с печью под казан. Видео я решил разбить на 3 части. Уж больно много материала получилось. Первая часть будет про печь под казан, вторая про камин, и в третьей части разберем порядовку в SketchUp. Естественно, если все получится, я выложу модель с порядовкой в общий доступ. Начнем с фундамента под печь. Для начала я убрал весь плодородный грунт. Лопатой выкапываю небольшой котлован, сантиметров на 10-15 шире запланированного размера фундамента. Фундамент будет размером 230 на 94 сантиметра, чуть больше параметров печи. Основание под фундамент выравниваем по плоскости и хорошенько трамбуем. Я использовал самодельную трамбовку. Ее вы могли видеть в видео про фундамент для дома. Затем на дно котлована я уложил агроткань вместо геотекстиля. У меня его нет, а покупать целый рулон ради пару метров не вижу смысла. Затем делаю подсыпку из гравия. Агроткань предотвратит смешивание подстилающего суглинка с гравием, и в то же время она легко пропускает воду, не давая ей застаиваться. Гравий послойно трамбую. В месте фундамента под печь у меня перепад сантиметров 15-20, поэтому в левой части песок практически вровень с краем котлована, а в правой нет. Выставляю опалубку. Опалубку выравниваю по уровню лак для пола. На низ застилаю пленку. Мешаю раствор с помощью бетономешалки. На дно уложил сетку из арматуры диаметром 6 мм. Раствор мешаю 1 к 3 с добавлением пластификатора. Пластификатор позволяет снизить количество воды и улучшить качество смеси. При заливке бетона не обойтись без вибратора. В ход пошли все камни с участка и лом бетона, иначе цемента ушло бы море. Фундамент готов. Залил я его еще в прошлом 2020 году, а к печи приступил только в этом. У меня остался битумный праймер, и я решил им промазать фундамент перед тем, как ложить рубероид. Рубероид нужен для того, чтобы отсечь влагу, которая из земли по капиллярам поднимается к самому верху. На улице май месяц, а я в пуховике. Вот такая странная погода у нас в мае. Для кладки печи я использовал достаточно бюджетный вариант – витебский кирпич цех номер 1. Первый ряд выкладываю на сухую и сразу же делаю ошибку – неправильно выложил размер камина. До этого я ни разу не клал кирпич и не имел дела с кирпичной кладкой. Затем я натянул шнурку по уровню с учетом толщины нижнего шва первого ряда около сантиметра. Первый ряд кладу на цементно-песчаную смесь. Вертикальные швы выставляю 5 мм. Контролирую толщину шва с помощью кусочка катанной проволоки толщиной 5,5 мм. Ох, и намучился я с первым рядом и самодельным раствором. Практически каждый кирпич перекладывал по 2 раза. Раствор получился слишком тугим. Добавляешь воды – плывет. Для того, чтобы самому сделать хороший кладочный раствор, нужна практика. Если ее нет, дешевле и лучше купить готовый состав, что я сделал в итоге. При кладке первого ряда важно вывести плоскость и прямоугольную форму, то есть диагонали должны быть равны. Есть еще один нюанс при кладке печи. Кирпич длиной 250 мм, шириной 120 мм. Если ширина печи ровно 3 кирпича и шов 5 мм, получается 250 на 3 плюс 2 шва по 5 мм 760 мм. Следующий ряд будет 2 кирпича по 250 мм плюс 2 угловых кирпича, которые лежат поперек кладки и имеют ширину 120 мм и 3 шва по 5 мм. В итоге мы имеем ширину ряда не 760 мм, а 755 мм. Эти 5 мм через каждый ряд вылазят. Со стороны входа я один кирпич через ряд подпиливал. Со стороны стены, где не видно, просто делал швы чуть шире. Так как комплекс будет находиться на улице, я взял недорогое литье от нашего белорусского производителя, Минского тракторного завода. Да, не тракторами едиными. Качество вроде ничего, без наплывов и заусенцев. Дверки я решил покрасить в черный цвет. Серый мне не нравится. Использовал термостойкую эмаль. Красил кисточкой. Эмаль очень быстро высыхает. Эту дверку я не успел покрасить перед монтажом, поэтому обклеиваю ее малярным скотчем и крашу.
Сначала я раскладываю ряд на сухую, чтобы внимательно посмотреть, в изделии получится нужные размеры швы, в изделии ложится нормальный кирпич. И затем начинаю класть кирпич на раствор. Первые несколько рядов кладу на готовый цементный состав для кирпича. Покупной состав намного эластичнее и удобнее в работе, особенно если нет опыта вкладки кирпича. Вообще, кладка первых рядов была очень сложной, в этом деле нужен опыт. После кладки нескольких сотен кирпичей стало чуть лучше, но не совсем. То за много раствора нанесешь, и он не садится, то малый кирпич ложится ниже плоскости, то шов слишком узкий. Я еле отмыл первые ряды кирпича от следов цемента. Потом я более-менее научился не пачкать кирпичи и расшивать швы. Поначалу это было очень сложно. Много пришлось работать с болгаркой. Для кладки печи нужно две болгарки. 230 мм и 125 мм болгарка с регулировкой оборотов. Болгарка 230 мм адская машина. С ней нужно быть предельно осторожным. Никогда не стойте на линии пила при работе с большой болгаркой. Маленькая болгарка нужна для шлифовки и подрезки кирпича. Поначалу я пользовался только очками и шапкой. Через пару кирпичей я понял, что легкие у меня не казенные, и надел респиратор. Респиратора за время работы ушло штук 5. Закладывается дымовой канал, который будет отводить раскаленные газы от правой части топки в дымоход. Он проходит под топкой. Там, где предполагается интенсивный нагрев кирпича, я использую специальный жаростойкий состав для наружных и внутренних работ. Это состав с добавлением цемента. Вообще, если интересно, какими составами я пользовался, пишите в комментариях. Я добавлю информацию в описании к видео. Не рекламы ради, а общего развития для. Перекрываю поддувальную камеру и приступаю к кладке топки. Топка выполнена из огнеупорного шамотного кирпича. Много времени уходит на разметку. Для перекрытия поддувальной камеры я использую так называемый замок. Если нет уверенности, что сможешь отпилить ровно в размер, то лучше пилить кирпич рядом с разметкой, а потом убрать лишней болгаркой с алмазной чашкой. Крайние кирпичи первого ряда топки опираются на облицовку. Для этого придется один ряд облицовочного кирпича подпилить, не забывая при этом оставить зазор между шамотным и облицовочным кирпичом. Я между шамотным и облицовочным кирпичом прокладывал базальтовый картон. Итак, я уже сделал 3 ряда и хотел немножко рассказать про монтаж прочистной дверцы. Здесь я уже не сделал такой ошибки, как при монтаже поддувальной дверцы. Я ее предварительно красил и заклеил малярным скотчем, для того, чтобы дверца не пачкалась, потому что она очень плохо потом отмывается. Значит, монтаж я делаю на так называемые клямеры. Это подвес для гипсокартона. Расстояние идеально подходит, идеально подошло вот для самой дверцы. Они по заводу идут просверлены здесь отверстия. И вот этот подвес я прикрутил на 2 болтика. Ну, с внутренней стороны, соответственно, гаечка. Отверстие здесь идет 6 миллиметров в самой дверце. Но я болтики взял 5 мм, чтобы дверца имела возможность немножко так вот при нагревании гулять. Значит, с 2 сторон в 2 ряда я проклал дверцу кремнеземным шнуром. По-моему, так он называется. И она смонтирована именно на этот шнур. Ну и снизу здесь заведено в шов, аналогично такой же клямер. И сверху он будет заведен тоже в шов. Для того, чтобы этот подвес никуда не делся, я просверлил дырочки. Вот.
в кирпиче я просверлил дырочку, вот здесь вот, видна она. Гвоздь достаточно свободно в ней ходит, то есть он не совсем плотно сидит. И вот с помощью оцинкованного гвоздика, это может любой гвоздь, вот этот клеймер удерживается. С этой стороны я сделаю аналогично. После примерки на сухую кладу первый ряд топки. Сами шамотные кирпичи кладу на смесь глины и песка. Между собой шамотные кирпичи склеиваю специальным шамотным мертелем, то есть при кладке первого ряда использую два разных раствора. Для того, чтобы приклеить шамотные кирпичи друг к другу, склеиваемые стороны нужно предварительно как бы загрунтовать, нанести тонкий слой мертеля на сдир. Затем на одну из сторон нанести слой мертеля и прижать склеиваемой поверхности, чтобы лишний раствор выступил из шва. Если просто нанести мертель на одну сторону, кирпичи не склеятся. Жидкого стекла я не добавлял, хотя инструкция к мертелю позволяет делать такую добавку. Колосниковая решетка должна свободно ходить в пазах, на раствор ее садить не надо. Чем ровнее будет первый ряд, тем легче делать все остальные. Футуровка выполнена из тонкого шамотного кирпича Ш6 на ребро, топка из клиновидного кирпича Ш45. Чтобы выложить круглую топку, я вырезал круг из картона согласно проекту и по нему отрисовал круг на первом ряду топки и уже по нему выставлял вертикальные кирпичи. Немного расскажу о креплении дверки. Это топочная дверца. Значит, крепить я буду на так называемые клеймеры. В качестве клеймеров использую подвесы для гипсокартона. Здесь клеймеры к дверце прикручены на болтики с гаечкой. Высота болтика 6 мм. Значит, внизу сам клеймер будет фиксироваться дополнительно еще гвоздиком. Вот таким вот способом. Кирпичи. Для того, чтобы контролировать толщину шва, я сделал вот такой вот шаблон. Это фанера на 6 мм. К ней прибит брусок, и она на 6 мм брусок вглублен относительно края фанеры. В принципе, получается, что я наношу шов толщиной 6 мм и потом немножко пристукиваю и как раз выхожу на шов где-то 5,5-5 мм. Этот шаблон мне нужен был только несколько первых рядов, пока я не набил руку. Через сотню-вторую кирпича наносить раствор можно на глаз, но по первому времени мне он очень помогал выложить угловые кирпичи. Приступаю к изготовлению шаблона для арки. Ширина арки 65 см, высота 6,5 см. Путем нехитрых математических расчетов получаем, что радиус дуги равен 84,5 см. Карандашик, веревка, гвоздик. Отмеряем 84,5 см и отрисуем аккуратненькую дугу от центра к краям. Лобзиком вырезаю два одинаковых сегмента и делаю шаблон. По шнурке отмеряю и пилю кирпичи для арки. Сначала стыкую все без раствора. Арку сразу же нагружаю еще одним рядом кирпича.
Кстати, забыл сказать, весь кирпич перед кладкой предварительно замочен в воде. Так он не забирает воду из раствора, да и пилится, как мне показалось, легче, но это не точно. Арка готова. Перекрыл топку, сделал так называемый замок здесь. Это кирпич с двух сторон под 45 градусов запилен, он держится вот на этих кирпичах двух. Сама дверка, она нигде не касается кирпича, она проложена со всех сторон двумя слоями шнура специального. Вот сверху тоже шнур. После кладки нескольких кирпичей я сразу затираю швы. Делаю я это с помощью все тех же кусков стальной катанной проволоки и сухой ветоши, дырявых рабочих перчаток. Гвоздиком аккуратненько очищаю фаску лицевой стороны кирпича. Сейчас я буду перекрывать пространство под камином. Перекрывать я его буду с помощью металлического уголка. Это уголок 35 мм, толщина 4 мм. Мне понадобится 4 уголка, и я буду рядами, сплошными рядами, 2 ряда кирпичей буду перекрывать. Единственное, что мне следовало взять уголок 35 на 3 мм, потому что, когда я кладу сюда второй ряд кирпича, буквально миллиметра 2 мне не хватает, чтобы он лег, этот кирпич, на второй ряд. Придется этот ряд кирпича шлифовать, пошлифовывать торец кирпича, чтобы он сюда ложился. Металлические уголки предварительно покрасил, может, не будут сильно ржаветь. Раствор наношу на оба кирпича и на уголок. Сами уголки тоже положил на раствор. Лишний раствор всегда собираю обратно в ведро. Получилось неплохо. Продолжаю класть топку из шамота. Часть дымовых газов будет уходить через два правых дымовых канала. Они соединяются в один канал, который проходит под топкой и уходит в дымоход. Слева два канала практически сразу уходят в дымоход. Чем дальше дымовой канал от трубы, тем больше его сечение. Общая площадь дымовых каналов будет чуть больше площади основного дымохода. Для чего я так заморочился? В теории такая конструкция позволит более равномерно прогревать все стороны большого казана. Как будет на практике, посмотрим. Перекрываю топку шамотным кирпичом стандартного размера. Под плиту в кирпиче выбираю паз. Кирпичи подрезаю в форме круга. Плиту периодически примеряю. Это специальная плита под казан P15A размером 512 на 512 мм. Подгоняю и запиливаю последние кирпичики шамотные ядра печи. Примеряю казан. Это 12-литровый чугунный казан украинского производителя Ситон. И плиту, и казан я купил еще в прошлом году. На последнем ряду делаю карниз.
Последний кирпич пришлось подгонять в размер. Сосед по даче профессиональный печник, и он отдал мне остатки кремнеземной ваты, на которую я и установил плиту. Плиту к печи жестко фиксировать не надо, иначе либо плита не выдержит, либо печь. Я поставил плиту, покрасил ее термостойкой краской. У меня здесь получается такой парапетик из кирпича. Здесь уже будет начинаться зона барбекю. Здесь будет мангал. Вот я уже начал вылаживать на сухую огнеупорный кирпич и выложил 2 ряда. Вот как будет выглядеть в дальнейшем печка. Здесь будет идти дымоход, идти вверх и нарастать, и дальше он будет переходить в один дымоход с камином. Здесь будет, вот здесь будет стена из кирпича. Также еще раз покрасил дверки поддувальные и топочные. Вот как выглядит печь изнутри. Здесь каналы разной ширины, в зависимости от дальности от дымохода. Топка шамотная. Вот в принципе и все по печи для казана. Дальше будет видео про камин. Спасибо за внимание, до скорой встречи во второй части.